Привет, ARMY. Возможно ли, что один единственный взгляд, слишком часто произносимое имя, минута молчания и, казалось бы, безобидный круг друзей могут стать причиной самой неуправляемой ревности в жизни Чингука? И если это так, почему фигурой, стоящей в самом центре этой эмоциональной бури, оказывается Ким Тэ-хён Ви из BTS, тот самый человек, которого глубоко и безгранично любят фанаты Woogr Squad? Этот вопрос возник не внезапно. Он медленно формировался в умах фанатов, по кусочкам, мгновение за мгновением. Все началось с того, что небольшие фрагменты взаимодействия были сопоставлены, жесты, едва запечатленные камерой, выражения лиц, длившиеся всего секунду, изменения тона, которые казались слишком намеренными, чтобы их игнорировать. Начиная с того, как взгляд Чингука задерживался дольше обычного. Начиная с тишины, которая наступала после упоминания определенных имен. Начиная с моментов, когда его голос смягчался или вовсе исчезал. Начинало казаться, что под поверхностью разворачивается нечто гораздо большее, чем просто динамика обычной дружбы. За знакомой улыбкой, которую Чингук всегда демонстрирует на публике. За отполированным образом золотого акне, которым восхищаются миллионы людей по всему миру. Существует слой эмоций, редко обсуждаемый открыто. Слой, который, впервые, казалось, треснул. И из этой трещины вырвалось слово, которое казалось смелым. Неудобным. Даже опасным произнести вслух. Ревность. Но это была не просто ревность. Не ревность, порожденная соперничеством. Не ревность, вызванная конкуренцией, вниманием или славой. Это была другая ревность. Ревность, коренящаяся в чувстве принадлежности. В эмоциональной истории. В вузах, сформировавшихся за годы совместной борьбы. Чингук и Тэ-хён – не просто участники группы. Они были свидетелями жизни друг друга с тех пор, как мечты были хрупкими, а будущее – неопределенным. Они тренировались вместе в тесных комнатах. Они пережили бессонные ночи, полные сомнений и истощения. Они бок о бок сталкивались с критикой, давлением, страхом и успехом. Их связь сформировалась задолго до прихода славы. Задолго до того, как мир начал следить за каждым их шагом. Поэтому, когда Тэ-хён, кажется, находит утешение, принятие и эмоциональную безопасность вне BTS. Когда его видят в окружении тепла и смеха внутри Woogr Squad. Разве удивительно, если что-то внутри Чингука тихо дрожит? Сама группа Woogr Squad хорошо известна поклонникам К-поп и наблюдателям индустрии. Этот тесный круг – Пак Саджун, Чхве Ушик, Пак Хён Сик, Пик Бэ и Тэ-хён – известен не драмой, а искренностью. Их дружба не была создана для камер. Она не была построена на пиаре или мимолетных проектах. Она росла органично, питаемая честностью, доверием и эмоциональной стабильностью. Каждый раз, когда Woogr Squad появляется вместе. Будь то случайные посты в социальных сетях или публичные выступления. Чувствуется подлинность, которую невозможно подделать. И именно здесь некоторые ARMY начали чувствовать едва уловимые перемены. Не из-за того, что сделал Тэ-хён, а из-за того, что Чингук не сказал. Один момент, в частности, продолжает звучать в фандоме. Прямой эфир. Случайный разговор. Имя Тэ-хёна упоминается рядом с Woogr Squad. Камера запечатлела реакцию Чингука. Не гнев. Не поддразнивание. Не игривая ревность. А молчание. Тишина, которая казалась тяжелой. Пауза, затянувшаяся ровно настолько, чтобы вызвать вопросы. Совпадение? Или это был проблеск чего-то более глубокого? Эмоция, тихо сдерживаемая ради гармонии? Наблюдатели начали более внимательно анализировать язык тела Чингука. Его позу. Его паузы. Его тщательный выбор слов, когда разговоры выходили за рамки BTS. В социальной психологии ревность редко проявляется громко. Чаще она проявляется как отстраненность. Как сдержанность.
как молчание, призванное защитить сердце от предполагаемой потери. В этой перспективе поведение Чингука начало формировать закономерность. Тонкую, но последовательную. Тем не менее, ревность не всегда несет в себе негативный умысел. Она не обязательно означает конфликт. Во многих случаях ревность – это просто доказательство эмоциональной ценности. Чингук вырос вместе с Тэхёном. Их общий путь тесно переплетен. Поэтому, по мере того, как мир Тэхёна расширяется, по мере того, как он находит еще одно эмоциональное убежище в Уугар-Скуат, вполне естественно, что Чингук испытывает беспокойство, которое трудно выразить словами. Что делает эту динамику еще более сложной, так это то, как Тэхён, кажется, блистает в этом кругу. В Уугар-Скуат он выглядит более свободным, более расслабленным, более эмоционально открытым. Это не значит, что Тэхён несчастен в BTS. Это просто показывает, что разные среды позволяют проявиться разным сторонам человека. Но для Чингука наблюдение за этой версией Тэхёна, которого глубоко любят за пределами мира, который они построили вместе, может породить невысказанный вопрос. Занимаю ли я все еще то же место в его сердце? Такие вопросы редко задают вслух. Особенно такие люди, как Чингук, известные своей склонностью оберегать свою эмоциональную частную жизнь. И все же эмоции, которые остаются. Невысказанное не исчезает. Оно проявляется через изменение энергии. Через тонкие жесты. Через моменты, когда молчание говорит громче слов. В то же время, привязанность Уугар-Скуат к Тэхёну не случайна. Она основана на общих ценностях, взаимном уважении и жизненном опыте. Для Тэхёна они могут представлять собой место, свободное от ожиданий. Пространство, где он может просто существовать без ярлыков. Эта реальность лишь углубляет сложность эмоционального положения Чингука. Баланс между любовью, гордостью, ревностью. Не как противоборствующие силы, а как сосуществующие эмоции. Истина, которая медленно раскрывается, это не история скрытого конфликта. Это история уязвимости. Чингук – не машина. Не неприкасаемый символ. Он – молодой человек, выросший под пристальным вниманием всего мира, познавший себя, но при этом ожидавший от себя безупречности. Если ревность и существует, то это не слабость. Это свидетельство глубины. Со временем другие моменты начинают раскрывать более полную картину. Чингук открыто хвалит Тэхёна. Их химия остается неизменной. Их общий смех по-прежнему кажется искренним. Любая ревность, которая может существовать, не перерастает во враждебность. Напротив, она, похоже, управляется зрелостью. Эксперты по отношениям описывают это как перенастройку отношений. Эмоциональную адаптацию, которая происходит, когда значимые отношения развиваются. Расширяющийся социальный мир Тэхёна стал катализатором, а не угрозой. Крепкие отношения редко бывают свободны от ревности. На самом деле, чем глубже эмоциональная привязанность, тем сильнее связанные с ней чувства. Группа Уугар-Скуат не заменяет BTS. Они дополняют эмоциональный мир Тэхёна. И постепенно Чингук, кажется, принимает эту истину. С течением времени его присутствие становится спокойнее. Смех возвращается естественно. Взаимодействие становится теплее. Тэхён тоже кажется более внимательным. Тонко подтверждая место Чингука словами, жестами и вниманием. Повествование меняется. От «ревнует ли Чингук?» Чему мы можем научиться у него? И ответ кроется в сдержанности, в осознанности, в росте. Нет проигравшей стороны. Нет разрыва связи. Нет замены любви. Только трансформация. За сенсационными заголовками скрывается более тихий урок. О дружбе. О несобственнической любви. О том, как позволить людям расти, не исчезая из жизни друг друга.
И именно там, между ревностью и любовью, между расстоянием и близостью, эта история обретает свой самый честный смысл.